Удовольствие от знакомства с будущим свекром и свекровью заставило ее улыбаться. И неважно, что ей пришлось проехать за рулем более 700 километров в деревню к будущим родственникам. Будущий муж и по совместительству сыночка как раз гостил у мамы, помогая ей с посадкой огорода. Когда Димка позвонил Ире перед майскими праздниками, он пригласил ее к родителям. Сначала отказывалась, но аргументы Димки, что с родителями пора знакомиться, были более чем убедительными. Тем более они часто говорили о женитьбе. Ирка выехала в 5 утра, начинало светать, и уже к полудню она въехала на своем стареньком «Мерседесе» в деревню. Довольно большую, но находящуюся где-то среди далеких и непроходимых лесов. Найдя нужный дом, Ирка вывалилась из машины. Голова кружилась от пьянящего чистого воздуха, которым она успела надышаться, когда свернула на грунтовую дорогу, утопающую в зелени. Тогда Ирка опустила стекло, снизила скорость и, как рыба, глотающая кислород, вдыхала хвойный запах. Ей казалось, что она, городской житель, попала в сказку. Вековые сосны тянулись вдоль дороги и уходили вглубь с обеих сторон, превращаясь в дремучий лес. Вот только почему-то на ум пришло ее любимое выражение, как в сказке: чем дальше, тем страшнее. Как только машина подъехала к дому, на крыльцо выбежал Димка. Следом за ним в дверном проеме появился силуэт полноватой женщины и высокого статного мужчины. Родители Димки оказались вполне приятными и гостеприимными людьми. Расцеловали незнакомую им пока девушку и усадили за стол. Все было по-деревенски, душевно. Дымился горячий суп в тарелках, вскоре подоспела и горячая тушеная картошечка. Мама Димки нарезала колбасу и хлеб, пока остальные дружно, неподвижно сидели за столом и беседовали. Потом поставила миску с каким-то непонятным салатом. Как только принялись обедать, Ирка зацепила вилкой салат и скривилась. «Это чеснок?» Димка рассмеялся и ответил: «Это черемша. Листья режут, добавляют вареное яйцо, огурчик свежий и заправляют сметаной. Ешь, он очень полезный, сплошные витамины». «Здорово!» – промямлила Ирка. «У вас, наверное, все свое, и огурчики, и яйца?» Мать Димки тоже рассмеялась. «Ну, откуда в начале мая у нас огурцы? Что, мы совсем, что ли, цивилизации не видели в 21 веке? Хоть и в глуши живем. Привозят нам в магазины огурцы, и бананы, и все, что душе угодно, только плати. А огурцы не раньше второй половины июня пойдут». Ирка смутилась. «Ну, я просто...» Замялась она. «Думала, у вас какие-то свои технологии, мало ли». «Да, технологии. Лопата называются. Сейчас пообедаем, и Димка пойдет в теплице раскапывать под огурцы», – бодро ответил Иван Семенович, отец Димки. После обеда мужчины ушли в огород, а Ирка с Валентиной Александровной, мамой Димки, еще долго болтали за столом, попивая чай. Глаза Ирки начали слепаться, все же свежий воздух и дорога дали о себе знать. Валентина Александровна проводила девушку в комнату и велела отдыхать. Проснувшись ближе к вечеру, она увидела хлопочущих во дворе мужчин, которые жарили шашлык и топили баню. Мамы Димки не было нигде. «Ох, вот это я поспала! Просто отрубилась!» – протянула Ирка, выйдя во двор. «А где Валентина Александровна? Может, ей надо чем помочь?» «На службу ушла, да с батюшкой поговорить. Ты пока спала, мимо Горыныч проходил, да плюнул смачно на твою машину. Потом долго еще по улице шел, да что-то там сыпал про себя. Может, проклятия какие-то, ну, в общем, что-то бубнел». Помрачнев, ответил Иван Семенович. «Отец, не пугай вашими сказками», – буркнул Димка, переворачивая шампуры на мангале. «А кто такой Горыныч?» – спросила девушка. «Дурак один. Говорят, колдун, а по мне так дурак», – выпалил Димка. «Местные верят, что он погодой может управлять и стихиями.
Часто уходит на несколько дней в лес, потом возвращается. Разве колдун будет собственный забор в печи зимой сжечь от нехватки дров? Дурак, да и все тут. А ну, цыц, не поминай лихо и не веди о нем разговоров. Грозно сказал отец Димки, набирая охапку дров, рассыпанных у поленницы, и открывая дверь прибанника. «Дим, слыхал? Заканчивай эти разговоры. А то дурак, не дурак. Месяцами может мимо нас не проходить, а как начнешь его вспоминать, обязательно на улице появится». Вскоре пришла Валентина Александровна, спросила у Ирки, крещеная ли она, и повесила желтенький крестик на красной веревочке Ирки на шею. Потом прочитала какую-то молитву, Ирка не слышала, вроде как перекрестила, дала какой-то воды выпить и умыться, сказала вроде святая. Позже вышла за калитку, где стоял старый, повидавший виды автомобиль девушки, окропила тоже какой-то водой и при этом что-то шептала. Больше ничего необычного в тот вечер не происходило. Достали бутыль самодельного вина, ели шашлык, смеялись. Мужики забегали в парилку и выбегали, обливаясь холодной водой. Потом пришли соседи, женщины пели песни, мужики обсуждали охоту да рыбалку. Вот только Ирке было как-то не по себе. «Иди, Ирина, в баню, пока полночь не наступила, а потом и я быстренько сбегаю», — шепнула на ухо Валентина Александровна. «Сейчас и соседи по домам разойдутся». «Ой, баня! Я лучше душ приму, не люблю жару», — ответила Ирка. «Ну, милая моя, нет у нас душа, баню топим, там и моемся. Иди, говорю, если жарко, дверь в предбанник открой, сейчас полотенце тебе принесу». Женщина встала из-за стола, накрытого во дворе, но Ирка ловко схватила ее за локоть. «Валентина Александровна, мне как-то непривычно, пойдемте вместе, я ни разу в бане не мылась в такой». То ли дело сауна с душевой внутри. А тут раскаленная печь, на которой стоял огромный бак с кипящей водой, бочка холодной воды в углу, лавка с тазами, ковшики, двухъярусные палати для парения. Как можно вымыть голову в тазу, она не представляла. А еще Ирку что-то сверлило изнутри. Ей хотелось узнать, что же за Горыныч такой плюнул на ее машину. Зачем плюнул и почему мать Димки сразу побежала в церковь. «Ну, пойдем», — ответила Валентина Александровна и нырнула в дом. Вскоре она появилась с двумя чистенькими халатами и полотенцами в руках. «Идем, Ирина». Пока мать Димки обучала премудростям мытья в бане Ирку, девушка улучила момент и задала вопрос про Горыныча. «Ну, как тебе сказать, мы сами не верили», — выдохнула Валентина Александровна. «Скажу так, как-то с соседом он поругался, межу не поделили, что ли. Встал среди улицы, руки к небу поднял, кричал что-то, бубнил на никому неизвестном языке. Поднялся ветер, налетели черные, как смоль, тучи, и грянул гром, хотя до этого и намека не было на непогоду. Начался ливень, как из ведра. Вскоре небо озарило вспышкой, и молния прямиком в дом того соседа и угодила. Ливень тут же прекратился, а дом дотла сгорел за 20 минут. Все это время колдун стоял посреди улицы и неистово что-то бубнил себе под нос. Вот после этого и прозвали его Змей Горыныч. Потом просто начали кликать Горыныч за глаза. А так он Николай, вот только откуда он и кто, мы не знаем. Лет 25 назад у нас поселился в доме своей умершей тетки. Поначалу неделями его не видели, но свет по вечерам в доме горел, значит, живой. Его как-то сразу побаиваться начали и старались обходить стороной. Он же как приехал к нам, сразу себя показал. Мужики к нему знакомиться пошли, руку ему тянут, а он им отвечает: «Руки уберите, а то отсохнут». А иногда по деревне идет мимо человека, что-то шептать начинает. Тогда тот болеет, и беды какие-то случаются у него. А по весне да летом спускается на деревню, и окрестности туман, как молоко, в котором скот и люди пропадают. У нас судачат, что это тоже его рук дело. Но ведь не докажешь, да и боязно. Но в туман главное не попадать. А если и застанет он где-то в лесу или в поле,
Со всех ног нужно бежать в помещение и не выходить, пока не рассосется. А сам он бродит в этом тумане, как призрак, и ни черта ему не делается. Валентина Александровна, а чем ему моя машина помешала? Почему он плюнул в нее? Что теперь будет? Слегка обалдевшая от услышанного спросила Ирка. Ничего не будет, Ирочка, все нормально будет. Ты давай шевелись, полночь скоро. Надо успеть выйти. Банник не любит, чтобы в ночи на его территории живые были. Банник? Вы в это сами верите-то? Я, конечно, читала про славянскую нечисть, но это все дремучий фольклор. Стараясь не обидеть будущую свекровь, с улыбкой начала была Ирка. Так, Ирина, давай пошевеливайся. Без 5:30 женщины закончили свое действие. Ирка замотала голову полотенцем, надела фланелевый чистенький халатик, который пах весенней свежестью. «Ой, какой приятный кондиционер для белья у вас, Валентина Александровна! Покажете потом, какой?» Солнце и весенний ветер. Лучший кондиционер. А зимой мороз. Сейчас все на улице моментально сохнет. Погода позволяет, ответила женщина Ирине. Эх, вы тепличные, городские, ничего не знаете. Да ну ладно, вам оно, может, и не надо знать. Жизнь сейчас другая. Это-то мы тут по старинке еще живем. Женщины вышли из бани и направились в дом, пожелав своим мужчинам спокойной ночи, которые вовсю что-то обсуждали с соседскими мужиками. Ирка легла в кровать, еще с минуту она думала о дневном происшествии, но пришла к выводу, что раз местные верят в банника, то из Горынычем они явно преувеличивают. Правильно, наверное, Димка говорит, что это просто местный деревенский дурачок. Ну а тот случай с молнией и сгоревшим дотла домом – это чистая случайность. Несмотря на то, что Ирке удалось вздремнуть днем, ее глаза моментально слиплись, и она провалилась в сон, так и не дождавшись Димку. Утром, проснувшись от криков петуха, Ирка села на кровати. Димка спал. Девушка взглянула на часы, 5 утра. Спать больше не хотелось, и, накинув халат, она поплелась на кухню, тихо переступая по скрипучим половицам и ругая себя мысленно за то, что сейчас всех перебудет. Мама Димки уже суетилась на кухне, тихонечко напевая под нос. Пахло свежим хлебом и ванилином. На столе стояла 3-литровая банка молока и только что испеченные блинчики. На плите что-то булькало в кастрюле. «Доброе утро, Валентина Александровна!» «О, Ирочка! Что ты так рано-то? Не спится на новом месте? Завтракать будешь?» Вскинув брови от удивления, спросила женщина. «Выспалась, и такое ощущение, что на 3 года вперед. Я бы кофе попила, а завтракать буду со всеми. Не хочется пока», — ответила Ирка. Валентина Александровна потянула из шкафчика банку растворимого кофе, протянула Ирке кружку и чайную ложку. «Ты молочка-то в кофе плесни, Ириш, свежего. Только что баб Маня принесла, теплое еще». Ирка поморщилась, но молоко добавила. «Вы не против, если я выйду на улицу кофе попить и подышать?» – спросила Ирка, одновременно продумывая план, как незаметно под утреннюю чашку, пусть невкусного и растворимого кофе, выкурить столь привычную утреннюю сигарету. Ей почему-то не хотелось, чтобы родители Димки знали о ее не самой лучшей привычке. «Ира, ты вот что, меня на работу вызвали, за супом приглядывай, хлеб я испекла, в духовке стоит. Я сейчас переоденусь и побегу, вернусь после обеда. Даже хорошо, что ты встала, я думала Ивана Семеновича будить». «Не вопрос», – ответила Ирка. Она даже испытала некое облегчение, что Валентина Александровна сейчас уйдет. Отец Димки, как и он сам, спят еще, и она смело, сидя на крыльце с кружкой кофе в одной руке и с сигаретой в другой, будет наслаждаться табачным дымом, тишиной, пением птиц и свежестью утра. Спустя 5 минут Валентина Александровна уже выпорхнула за калитку и отправилась в сторону фермы, где она работала ветеринаром. А Ирка, усевшись на крыльцо, затянулась тонкой сигаретой со вкусом вишни. После пары затяжек закружилась голова. Ирка вспомнила, что вчера не курила весь день, и начала глубоко дышать и отхлебывать уже остывший кофе из кружки. «Какая гадость!» – тихо прошептала Ирка после очередного глотка.
Ей, привыкшей к крепкому, настоящему вареному кофе, казалось, что сейчас она пьет какое-то пережженное пойло, да еще и с добавлением молока. На траве поблескивала роса, напоминая собой бриллиантовую россыпь. Ирка с минуту рассматривала ее и улыбалась. Боковым зрением она заметила, как что-то мелькнуло возле калитки. Ирка судорожно начала тушить сигарету прямо об доски крыльца, подумав, что мама Димки вернулась, и застукала ее с поличным. В голове пронеслись 1000 мыслей и отмазок. Ирка пыталась понять, как она объяснит свое курение будущей свекрови, ведь ее любимый сыночка не курил. Правда, он знал о привычке своей благоверной. Но, подняв глаза, Ирка увидела за калиткой его. Мужчина лет 60, одетый в белую рубаху и брюки, стоял и смотрел на Ирку. Черные, как воронье крыло, волосы и борода, приятное загорелое лицо, огромные карие глаза, правильные черты лица. Все это вызывало симпатию, но что-то было не так. Какие-то смешанные чувства нахлынули на Ирку. «Доброе утро!» – вскрикнула от неожиданности максимально писклявым голосом Ирка. «А вы к нам? Все спят просто еще. Валентина Александровна убежала на работу». Тут же Ирка заметила, что мужчина был босой. Утренняя земля была еще достаточно холодной, а он босой. Вот что смутило, подумала она про себя. Мужчина продолжал стоять молча, но начал что-то искать в кармане брюк. Извлек оттуда небольшой холщовый мешочек, высыпал содержимое в ладонь и прямо через калитку запустил в Ирку. Та не сразу поняла, что это земля. Заорала: «Что вы делаете?» А мужик начал что-то бормотать, затем пристально посмотрел в глаза Ирке и самым обычным и даже приятным мужским голосом произнес: «Следуй за туманом». Потом что-то еще бормотал, Ирка разобрала из всего этого только «сгинешь». Как-то незаметно мужик исчез. На долю секунды Ирке показалось, что все привиделось, но в реальности ее вернула земля, которая была на ее халате, крыльце и даже залетела в кружку. Девушка встала, отряхнулась и ушла в дом. Вскоре проснулся отец Димки, а потом и он сам. За завтраком Ирка рассказала мужчинам, что произошло. Иван Степанович помрачнел. Димка начал ругаться и говорить, что сейчас пойдет к Горынычу, ноги из заднего места повыдергивает. Но отец осадил его. До обеда мужчины ковырялись в огороде, Ирка помогала им, чем могла. А уж часам к 2 дня вернулась и Валентина Александровна. Отец Димки отвел ее в сторону, они о чем-то долго шептались. «Валентина Александровна, а это Горыныч был?» – спросила Ирка. «Да, Горыныч. Ты когда обратно-то поедешь, Ириш?» «Через пару дней. Думала, Димка со мной. А он сказал, что ему еще здесь побыть надо. А что Горынычу-то надо от меня?» «А ну, брысь!» – заорала мать Димки на кошку, копающую что-то в грядах, и ринулась к ней, так и оставив вопрос Ирки без внимания. Все как-то успокоилось, не то чтобы забылось, особенно Иркой, но тема эта больше не поднималась. Остаток дня Ирка с Димкой гуляли по деревне, зашли в лес, насобирали полевых цветов. Последующие дни тоже прошли спокойно, и завтра Ирке нужно было отправляться в дорогу. Желательно с утра. Ирка не ездила ночью, страдала куриной слепотой. Во дворе опять собрались соседи, готовили шашлык и вели жаркие дискуссии на разные темы. Ирка улыбалась, ей было так хорошо и комфортно у родителей Димки. Да и приняли они ее замечательно. Уезжать не хотелось, но послезавтра уже на работу, а значит надо. «Давай наливочки, Ириш», – подсев к девушке, спросила Валентина Александровна. «Нет, вы что, мне завтра в 4 утра за руль», – отнекивалась Ирка. «Да ну брось, 50 грамм для аппетита, проспишься еще». «Ты вот что», – разливая по рюмкам наливку, продолжила мама Димки. «Завтра, как поедешь, туман будет на дороге. Тот самый, густой и молочный, обволакивающий и страшный. Он там всегда утром на лесной дороге. Чтоб в него не попасть, сверни налево. Указатель будет еще. Деревня Лопухова.
Дорога там не очень, до самой деревни километров 20, а там дальше спуск резкий в лес с холма. Но ты не бойся, все там ездят наши. Дорога там по лесу прямо ведет. Километров 20 проедешь, выйдешь на трассу. Ты не бойся, лучше в объезд. Так длиннее, но в тумане все равно время потеряешь. Видимости в нем нет никакой. Будешь просто стоять, пока не рассосется. Да и опасный туман-то наш, люди пропадают в нем, я же говорила. А то оставайся, Ириш, с Димкой вместе позже поедете. Да и мы привыкли к тебе, скучать будем. Валентина Александровна тепло обняла девушку за плечи. Какая замечательная невестка у меня будет, Ириш. Мне с тобой повезло. Вечер подошел к концу. Лежа в кровати, Ирка спросила. «Дим, мне твоя мама сказала свернуть на Лопухово и объехать туман. Неужели все так серьезно?» Да и Горыныч этот, когда землей кидался, про туман говорил. «Да, там сделали дорогу вроде, хотели ферму строить. Там же едешь то по полю, то по лесу. Ну, лет 50 как заброшены поля те были. Местные говорят, что места те нечистые, и хотели вроде как ферму строить, но я уже говорил, но что-то им ее не дало возвести. На мой взгляд, деньги отмыли, как всегда, и забили на эту ферму. Я там не ездил, и у нас на дороге туман редко наблюдал. Но мать говорит, что сейчас сильно накрывает, люди пропадают, особенно под утро. Не знаю, я бы на твоем месте поехал бы по трассе. Если накроет туман, съезжай на обочину и жди, пока рассосется. Ну, а Горыныч, местный дурачок, в голову не бери. Отец рассказывал, что когда я маленький был, Горыныч меня спас из пожарного колодца, в котором я тонул. Нормальный же мужик, получается, был. Видать, кукухой поехал. В тот год засуха стояла, и колодец почти пересох, а как я умудрился там тонуть, я не помню. Ну, а в деревне сама знаешь как. Им свойственно в колдунову нечисть верить. Дим, а как же он грозу вызывал и молнию на дом? Ну, на тот, что сгорел дотла. Вот как? Ир, ну, случайность же. Говорят, и туманы он наводит, и засуху, и дождь, и метели. Ну, бред же. Ты сама-то в это веришь? Нет, но здесь атмосфера располагает верить во все. Ладно, давай спать. Утром Ирку встали провожать все. Тепло распрощавшись с будущими родственниками и Димкой, Ирка тронулась по деревенской дороге в сторону трассы. Где-то вдалеке кричали петухи и заливали стрелями утренние птички, когда Ирка выехала уже на знакомую дорогу, утопающую в зелени сосен. Через пару минут как-то неожиданно начал появляться туман. Не прошло и 5 минут, как он начал сгущаться. Видимость стремительно пропадала, и вот оно чудо – указатель деревня Лопухи. Именно туда советовала повернуть Димкина мама. Ирка пролетела поворот метров на 30, но решила сдать назад и поехать в сторону деревни. Димкин совет остановиться на обочине сейчас ее не особо устраивал. Буквально через 10 метров после того, как Ирка попала на грунтовую дорогу, туман словно по волшебству рассеялся. Небо было еще мрачным, и казалось, что собирался дождь. Девушка нажала на педаль газа, но тут же сбросила скорость, угодив 2 передними колесами в яму. Что-то заскрежетало по дну. Чтобы не убивать подвеску и не испортить свою без того видавшую виды машину, Ирка смирилась, что до Лопухова она будет ехать эти несчастные 20 километров около 1,5 часов, если дорога, конечно, дальше не станет лучше. А дальше она лучше не становилась. Больше напоминала минное поле. Приходилось объезжать ямки, то и дело почти убавляя скорость. Ближе к 7 утра Ирка въехала в Лопухово и, проехав ее за 5 минут, уперлась в какое-то полуразвалившееся здание с вывеской «Магазин», возле которого уже толпилась местная алкашня в количестве 3 человек. Они что-то бурно обсуждали и разливали в пластиковые стаканы мутную жижу. Прямо с утра. Ирка вышла из машины, поздоровалась. «Ля, какие люди у нас в деревне! Что потеряла красавица?» Завопил один из местных. «Мужики, скажите, где здесь дорога? Мне говорили, что через лес она проходит километров, на 20, наверное, и выходит на федеральную трассу. Дай 50 рублей на пиво, расскажу», – пробубнил второй. Ирка окинула взглядом магазин. Вывеска гласила, что время работы с 8 до 17. Мужик уловил Иркин взгляд.
Да ты не боись, хочешь сама открытия дождись и пивка купи нам. Нет уж. Ирка полезла в бардачок автомобиля, извлекла мятую сотку и протянула. Держите, дорогу показывайте. Мне свекровь про нее рассказывала, я знаю, что она есть. Веселые и уже изрядно поддавшие мужики немного посерьезнели. Дорога-то есть, только проклятая она, через ведьмин лес идет. Туда свои не суются, а чужие и подавно. Разворачивайся и едь, откуда приехала. Ирку разозлили эти суеверные разговоры. Ей совершенно не хотелось еще раз преодолеть подобие дороги и потерять несколько часов. Да и Валентина Александровна плохого не посоветует. «А что вы знаете о тумане?» – спросила она мужиков. Один из них почесал затылок и выдал. «Ну как что, сгинешь, нечистая у нас в тумане. Духи мертвых забирают к себе живых. Разворачивайся, девка, говорю тебе». Ирка закипала от злости. Нечистая, видите ли, у них в тумане. Люди пропадают. А они ее обратно в туман посылают. Уж лучше по их проклятому лесу ехать. «Дорогу, говорю, показывайте или сотку гоните назад!» – выпалила Ирка. «Дура!» – сказал один из мужиков и ткнул пальцем куда-то за магазин. «Там дорога. Сейчас с холма спустишься и увидишь. Только она из щебня местами, а местами песок. Если дождь пойдет, сядешь на пузо и будешь там куковать, пока тебя не хватится. Надо хоть машины твой номер записать, чтоб сказать, куда ты ненормальная поехала. И еще, в случае чего беги через поле в деревню Марьино. Часа 2 и ты там. А хошь к нам обратно беги, но дольше будет, наверное». «Марьино?» – удивилась Сирка. «Как я только оттуда? Это далеко ведь?» «По полю наперерез, да потом по лесу напрямки не так далеко, как по дорогам. Говорю же, за 2 часа управишься. Может, еще сотку за консультацию накинешь?» «Обойдетесь!» – рявкнула Ирка, села в машину. Сети на телефоне не было совсем, а значит, позвонить Димке она не могла. Ну, ничего. Вот скоро выйдет на федеральную трассу и наберет ему. Расскажет о дурацкой дороге, о мужиках в деревне, о тумане, который спустился, как только она выехала. Дорогой то направление, по которому ехала Ирка, сейчас сложно было назвать. Верно говорили те мужики, щебень сменялся песком и суглинком. Ирка молилась, чтобы не было дождя. Она ехала не более 10 километров в час и старалась не думать, как скоро выйдет на федеральную трассу. Половину пути она уже преодолела, когда начали появляться тучи. Стремительно стемнело и хлынул дождь. Ирка остановила машину, ехать было невозможно. Лило, как из ведра. Девушка осмотрелась, слева было поле, за которым виднелся лес. Справа вековые ели и сосны. Нащупав пачку сигарет, Ирка закурила. Она уже четко осознавала, что застряла здесь надолго. Но где-то в глубине души теплился огонек надежды, что дорогу не размоют и она все же выберется. Дождь незаметно закончился, с поля начал тянуться туман, который становился белее и гуще, и вскоре машина утонула в молочной дымке. «Да ладно, и здесь туман!» – прошептала Ирка. Она нажала на педаль газа и почувствовала, как машина начала буксовать все глубже и глубже, закапываясь. «Приехали!» – выдохнула Ирка. Потянулась к телефону, но сети по-прежнему предательски не было. Из глаз девушки хлынули слезы. Голова упала на руль, она рыдала, ругая себя и Валентину Александровну за добрый совет и эту дорогу. Правое стекло машины постучали. В голове Ирки пронеслась мысль «спасение», но, подняв голову, она никого не увидела. При этом постучали еще раз, но уже по крыше. Потом невидимые руки стали стучать во все стекла, двери, по капоту автомобиля. Ирка сидела замерев, вспоминая молитву, когда в лобовом стекле появилось лицо. Оно было белым, вытянутым, глаз не было, а вместо рта зияла дыра. Сердце ушло в пятки, девушку трясло и лихорадило. Слезы безмолвно лились по щекам от ужаса и непонимания. Но она продолжала смотреть на это нечто.
Нечто запрыгнуло на капот, и Ирка увидела худое, такое же белое, как и лицо, туловище. Все в трупных пятнах. Руки были длинные и доставали до ступней. Ноги были больше похожи на кости, а ступни напоминали какие-то обрубки без пальцев. Нечто село на капот. В его кулаке было что-то зажато. Оно начало постепенно раскрывать ладонь. В руке был тот самый желтенький крестик с красной веревочкой, который мама Димки надела ей на шею, как оберег от Горыныча. Как и где Ирка его потеряла, она не понимала, но продолжала читать молитву, хотя казалось, что это не особо-то и действовало. Нечто издало чудовищный вопль, который пронесся эхом, казалось бы, на весь лес. Что-то зашевелилось, застонало в тумане. Послышались сотни голосов, которые шептали, бубнили, хихикали и приближались к автомобилю. Десятки рук облепили стекла машины по кругу. Они водили своими грязными пальцами по стеклу и, казалось, ждали, выманивали свою жертву. Молния ударила прямо перед капотом машины. Твари с визгом исчезли в тумане, который начал рассеиваться, а молния продолжала бить в одно и то же место бесперерывно. Когда туман окончательно рассеялся, Ирка увидела, как навстречу ей идет черновласый, чернобородый мужик в белой одежде. «Горыныч!» — еле прошептала девушка, уже мысленно простясь с жизнью, и потеряла сознание. Очнулась от того, что кто-то хлопает по щекам ладонью и поливает лицо водой. Ирка открыла глаза. Над ней склонился Горыныч и пробубнил: «Пришла в себя, моя хорошая. Тише, не бойся, я помогу». Привстав с мокрой после дождя травы, девушка оглянулась. Светило солнце. Ни тумана, ни непогоды, как и не было. «Что вам надо? Я ничего не сделала!» «Тише, тише, девка. А теперь слушай. А как выберемся отсюда, беги и никогда сюда не возвращайся. Вы же ведьмак, да? Я же видела, как вы молнией меня чуть не убили. Вы же Горыныч!» «Слушай, говорю, и не перебивай!» — сурово ответил Горыныч. «Николай Петрович я. Много лет назад померла моя тетка, ведьма была лютая. С нечистью водилась, жертвоприношениями занималась. В общем, весь набор гадости в одном человеке. Когда в дом я ее поселился, мужики знакомиться пришли. Да задираться начали, ведьмаком меня кликать. Не помню уж как, но отшил я их сурово. Вот и начали меня сторониться в деревне, да приписывать мне все нечистое, что в деревне происходит. Бывает, идешь по улице, а они как змеи зыркают и что-то там бубнят. Я молитву начинаю читать. Так они думают, я проклятие им шлю. А я у Бога милости для их душ нечистых прошу. Тетка как помирала, звала меня к себе. Но я не ехал, не нужен мне ее черный дар был. А вот свекровка твоя, названная, на себя его взяла». «Как?» – удивилась Сирка. «Валентина Александровна? Да вы что? Она же в церковь ходит. И сама мне крестик на шею повесила, купила мне для защиты». «Слушай, не перебивай!» — снова буркнул мужчина. Загулял ее муж, как только расписались. Да так соседкой увлекся, что хоть в омут с головой. Пошла тогда свекровка твоя к тетке моей, приворот с возвратом делать. А та сказала, что исполнит, и мужик ее всю жизнь рядом будет. Только вот взамен самое дорогое отдать нужно через 7 лет. На тот момент самым ценным у нее была корова. Подумала она и согласилась. Да и что? Ну, сдохнет корова, но это еще только через 7 лет. Ведьма-то видела, что баба ребенка под сердцем носит. Димку твоего. А сама она, дура, баба, не знала еще об этом. А как прознала, кинулась к ведьме, упала в ноги. Просить стала, чтобы дитя не забирали. Но ведьма ответила, что за все уплочено. Мужик при ней и возврата нет. Тем более не ей душа нужна была ребенка, а чертям.
Ирка сидела и смотрела на мужчину. Ее начало потряхивать. Тот кинулся к машине, достал оттуда бутылку воды через разбитое им стекло ранее и протянул ей. «Пей, успокаивайся». Я тогда не знал всего. Как ты возвращался из леса? Травник я. Могу неделями в лесу жить летом, да травы собирать. Так вот, иду, значит, и слышу, как малец в пожарном колодце кричит. Подбежал, там воды-то ему по пояс было, а он все вниз как бы уходит, словно нечисть какая его за ноги тянет. Я молитву стал читать, мальца схватил за руки и вытащил. Димка это был. Домой его принес, Валька в слезы. На следующий день в поле меня молнией ударило. Видать, дух ведьмы мне не мог простить, что дар я не принял и мальца спас. Помню только, как по телу электрический разряд прошел. Потом ничего не помню. Когда очнулся, домой пришел, увидел на теле странный рисунок, как будто молнии по всему телу. Николай Петрович снял рубаху, Ирка ахнула. Его тело, как татуировки, покрывали странные рисунки в виде множества молний. «Как так? Хорошо, что выжили», – прошептала она. Мужчина надел рубашку и продолжил. А потом я стал замечать, что чуть каплю разозлюсь на кого, в того обязательно молния попадет. Ну, не в человека в смысле, а в дом, в сарай, да куда угодно. Мне Валентина Александровна рассказывала, что вы соседу дом дотла спалили. Испуганно сказала девушка. Было дело. Разозлился я на него за межу, да так в него бахнуло, что за 20 минут все в пепел превратилось. Я тогда молился, стоял, чтоб не повторилось это, а потом силу природы просил соседу, чтоб те ему помогли. Так он и отстроил лучшего прежнего дом, и работу нашел такую, что деньги рекой, и спорилось у него все доладилось. Ну, не суть. В общем, каждый год ровно за месяц до дня рождения Димки стал скот пропадать. Находили потом растерзанными, словно волки голодали. Потом и с людьми такое приключаться стало. Стал я неладное подозревать, да явился к Вальке. Да на попятную, не знает ничего, мол. А вечером супруг ее ко мне пьяненький явился, да выложил все. Ведьма, когда умирала, Вальку к себе позвала и рассказала, что если та хочет, чтобы сыночек ее жил, нужно перед его днем рождения жертву приносить. Скот годится, пока пацану 14 лет не исполнится. А потом только люди в жертву нужны. Да, и силу свою черную Вальке передала заодно. Пока Валька скотину в жертву приносила, никто знать не знал этого. А когда людей дошло, призналась Валька мужу, что сотворила. Тот погоревал да простил. А ко мне тогда пришел душу излить. Жаль ему невинно загубленных Валькой людей было. Ну а я что? Я указал на дверь, в церковь их отправил. Только не пошли они туда. Как не пошли? Ведь она мне крестик купила. Начала была Ирка. Да спокойненько крест этот. Пометила тебя так Валька, а не защитила. В общем, Валька стала лютовать. То туман наведет, то метель нашлет, то просто морок. Только вот нет ничего в тумане страшного, если он не в этом лесу. Тут раньше капище черное было, потом обряды ведьмы проводили. Проклятая эта земля, проклятый лес, ведьмин. Туман этот она и навеяла, да дорогой тебя этой лесной отправила. Я как знал, еще с ночи через лес наш вышел, чуял беду. 4 души не спас, но 5-ю обязан был. «Ничего не понимаю, Николай Петрович», — ответила Ирка. «А что тут понимать, девка? Морок Валька на тебя навела, и на той дороге тумана на самом деле не было. Цель ее была заставить тебя сюда свернуть, чтоб нежить тебя порвала, в жертву принесла ради Димкиной жизни. Ты лучше у него спроси, где все его невесты, которые каждые майские праздники к ним в гости приезжают. Думаешь, сынок на помощь родителям поехал? Нет, ты им нужна была, ты. Деревенских трогать было бы странно, выкупят их на раз, да хату подпалят. А вот с городскими приезжими дела идут в гору». «Получается, Димка все знает?» – всхлипнула Ирка. «Знает. Год таких, как ты, обхаживает, замуж зовет, чтоб к родителям потом пригласить. Оно же как, своя рубаха ближе к телу. Так и жизнь.
«А что это за гадость была в тумане, страшная и белая?» – спросила Ирка. «А никто не знает, но грозы они боятся, как и Валька. Стоит раз молнией полыхнуть, начинает отступать назад. Валька с ними дружбу водит, с туманом за жертвами их посылает. Вставай, пошли напрямки через лес в деревню, завтра вытащим твою колымагу». Ирка поднялась и поплелась за мужчиной. «Николай Петрович, а зачем вы в меня землей кинули и на машину плюнули?» «Не на машину, а под ноги Вальки плюнул я тогда. Это она тебе так расписала, запугать хотела. И не в церковь она побежала, а вид сделала только. А в тебя я горсть четверговой соли кинул, чтоб крест покойника с тебя упал. Вот ты и потеряла его, а то мало ли». К вечеру добрались до деревни. Ирка осталась ночевать у Николая Петровича. Тот накормил ее нехитрым ужином и уложил спать. Поутру он кому-то позвонил, а потом приехали за Иркой на грузовике. Отвезли на ту дорогу, где изначально застал ее туман перед поворотом на Лопухово. Там стояла уже ее машина. Разбитое боковое стекло аккуратно было заклеено клеенкой. Это Горыныч выбил, когда обнаружил Ирку без сознания в ведьмином лесу. Сеть в телефоне появилась, понятное дело, уже вчера, когда она вернулась с Николаем Петровичем в деревню. Но звонков от Димки не было, ни одного. Ирка вернулась к себе и хотела набрать ему, но что-то ее остановило. Прошло полгода, Димка на связь не выходил. Уже позже его коллега при случайной встрече с Иркой рассказал, что Димка умер в свой день рождения от разрыва сердца. И в тот же день молния ударила в дом его родителей, которые сгорели там, так и не сумев выбраться.